Друзья, всем привет! Сегодня прям коротенькое видео. Хочу с вами поделиться покупкой, которую мы произвели недавно. Это Nissan NV200. Почему долгожданная покупка? Потому что мы за него торговались очень долго, около практически 3 месяцев мы не могли взять. И вот недавно все-таки сделали покупку. Почему не могли долго взять? Потому что у нас был ограниченный бюджет. Сначала было 800, потом добавили чуть и стало 850 тысяч рублей бюджет. Во столько должна была машина обходиться во Владивостоке со всеми расходами. И год нам нужен был от 14 и выше. То есть 14, 15, там 16 год рассматривали. Пробег до 100, ну 100 с хвостиком небольшим можно, то есть до 130 тысяч километров. Торговались, но, как известно, на нашем свете чудес не бывает. И наши ставки перебивали прям по-крупному. Не на 20, 30, там 40, 50 тысяч, а на 150, на 200, на 250 тысяч рублей. Потому что, ну, 15-16 года НВ-200 уходят за миллион, миллион сто, миллион 150 и выше, в зависимости от пробега и аукционной оценки. В общем, что было предложено мною, это взять и попробовать опуститься по году выпуска. То есть не пренебрегать аукционной оценкой, не пренебрегать пробегом, пробег оставить, рассматривать до 130 тысяч, аукционную оценку как можно выше. Эрки мы практически не смотрели. Смотрели, конечно, эрки, но опять же их очень мало было. И эрки такие, что с мелкими повреждениями должна была машина быть. Таких не находили. Поэтому опустились по году выпуска, начали смотреть 12-13 года и практически сразу там на третий либо на четвертый день взяли автомобиль. Прежде чем мы к нему перейдем, я вам еще раз напомню, что это за фургон Nissan NV200. Вот так он выглядит. Он бывает в нескольких комплектациях. Он идет с движком 1.6, 109 лошадиных сил. И по комплектациям он бывает двухместный, цельнометаллический, вот так он выглядит. Бывает пятиместный, то есть с двумя рядами сидений, да. И бывает семиместный, в багажном отделении еще раскладываются два сиденья. Автомобиль этот берут в основном для бизнеса, либо для каких-то рабочих целей, потому что если вы возьмете его для семьи, то он будет ну, не совсем для вас комфортный. Я бы сказал, вообще не комфортный, потому что здесь видите, какой задний ряд сидений. То есть он низкий, неудобный, и на какие-то дальние расстояния вам не очень будет удобно переезжать. Плюс ко всему этому здесь никакой шумоизоляции нет. И есть комплектации, что даже потолок ничем не обит, то есть он просто металлический. Пол видите здесь какой, да? Ну, то есть машина не для передвижения семьей, не для дальних каких-то поездок. Так вот, и как раз человек, который заказал эту машину, он тоже будет ее использовать на строительных объектах для перевозки рабочих и инструментов. Ну, вот для этих целей этот автомобиль просто, я бы сказал, наверное, идеальный. Так вот, значит, давайте перейдем к автомобилю, который мы купили. Сейчас я вам его покажу. Значит, взяли мы автомобиль Nissan NV200 2012 года с пробегом 124 тысячи километров. Вот его аукционный лист. Причем, несмотря на пробег 124 тысячи километров, аукционная оценка 4, то есть по кузову он ну, в очень хорошем состоянии. Какие-то мелкие, конечно, есть коцки, но ничего такого крупного нет. Единственное, что, смотрите, здесь есть отметка W2, это небольшой подкрас. Но почему четверка? Потому что это аукцион у нас USS, точнее, извините, аукцион USS Hobby идет. Поэтому он ну, недостаточно, я бы сказал, строгий. Давайте посмотрим сам автомобиль. Он у нас пятиместный. Мы рассматривали только либо пятиместный, либо семиместный. Вот, взяли пятиместный все-таки. Вот так он внешне выглядит. Ничего особенного нет. Даже колпаков, видите, нет.
Задняя часть автомобиля вот так выглядит. И передняя часть автомобиля. И есть фотография заднего дивана. Здесь, как видите, комплектация такая, что потолок имеет обшивку. Вот такой вот автомобильчик, ребят. По цене, вот по текущему курсу, он выйдет у нас 850 тысяч рублей в Владивостоке со всеми расходами. Если же курс не изменится, никаких изменений не произойдет, то в эту сумму мы должны будем уложиться. Что хочу сказать, опять же, давайте перейдем в сравнительный анализ, да, этого автомобиля. Для чего берут, я уже сказал, это автомобиль, это не для перемещения на какие-то дальние поездки с семьей, это рабочая лошадка, которая вам будет служить для перевозки какого-то груза, потому что здесь большой объемный багажник. Для перевозки, если 5 либо 7-местный, можно персонала рабочего, да, плюс инструмента и так далее. Там уже каждый сам для себя решает, как его использовать в своей работе. Опять же, если сейчас кто-то начнет, допустим, говорить, что дорого там или еще что-то, ну, во-первых, это не легковой, да, автомобиль, это все-таки фургон. Смотрите, 850 тысяч в Владивостоке он выходит. Ну, даже вот, допустим, он поедет в регион, пусть он миллион выйдет в регионе. Для тех, кто в Владивостоке там живет рядом, он 850 и выйдет. Ну, даже если он в регион едет, он миллион выходит. Что мы сейчас можем взять за миллион у нас, да? Напишите в комментариях ваше мнение. Ну вот смотрите, опять же, газель, допустим, какую-то более свежую, опять неизвестно, как она будет ходить. Как известно, они очень часто ломаются. Если взять что-то с левым рулем, ну, допустим, можно рассмотреть как аналог Ford Transit, да, либо Volkswagen Aero можно рассмотреть, который тоже часто используется там для каких-то перевозок, для перевозки там, я знаю, фруктов многие используют, овощей. Но опять же, если вы сейчас зайдете на Авито, либо на Дром и посмотрите транспортер, либо Ford Transit в сумму миллион, то там будут года более старые, а если этого года, то пробеги его сами, просто вот я перед этим интересовался, заходил, и самому было интересно. Пробеги будут 300, 350 тысяч, 400 тысяч километров. То есть пробеги огромные для такого автомобиля. Здесь же пробег 124 тысячи километров, и машина, ну, как я вам уже показал, она в очень хорошем состоянии. И при должном обслуживании эта машина бегать будет спокойно и 250, и 300, и 350 тысяч километров пробежит. А там может и больше, без всяких там каких-то крупных вложений. Поэтому я считаю, что аналогов за сумму там 900 тысяч, миллион, вот такого фургона у нас с левым рулем даже в такую цену, наверное, все-таки будет найти тяжело. Не скажу, что их нет, но очень тяжело найти, чтобы они были в хорошем состоянии, не убитые, с нормальным двигателем, с нормальной коробкой. Поэтому, друзья, кто рассматривает для себя покупку какого-то фургона, я вам советую обратить на такие автомобили внимание как раз вот для покупки из Японии. На этом все, друзья. Все, что я вам хотел сегодня рассказать, показать. Наконец-то мы все-таки взяли этот автомобиль. Я уже, если честно, думал, что мы его не возьмем, потому что, ну, все-таки условия изначальные были, что от 2014 года. Конечно, можно было уложиться в 850, 14-15 год, если же опять мы пробеги 250 тысяч километров брали бы. Но мы такие пробеги не рассматривали, рассматривали только до 130 тысяч максимум. Поэтому, ну и все-таки опустились по году и правильно сделали, потому что, ну, неважно, возьмем мы год 13 либо возьмем 15 и пробег, если будет там одинаковый и хорошая аукционная оценка, ну, можно и по году опуститься. Год не главное, главное все-таки пробег и состояние автомобиля. Поэтому опустились по году выпуска и взяли автомобиль. Это все, друзья. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. До встречи.